Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Таро прогноз между прошлым и будущим. Конец июля, август. Что нам подскажут карты? Давайте узнаем, что происходит в вашей жизни, каковы подсказки. Хотя я должна сказать, что какого-то драйва я так вот не вижу. И это только астрологически, потому что вторая половина июля, она в таких более спокойных энергиях проходит. Ну и надо сказать, что и теоретически первая половина августа также. Это прекрасное время подумать о самом себе, упорядочить или, может быть, решить какие-то вопросы на простом бытовом уровне, сделать в целом нашу жизнь понятной. Или этот прекрасный период отдохнуть, отпуска, может быть, подумать о здоровом образе жизни, что-то начать такое, как новую программу. Одним словом, больше порядка в жизни внесем, значит, на последующий период сами себе скажем спасибо. Я могу предположить, что даже где-то конец августа, а у кого-то вторая половина, она будет более насыщена, как и драйвом, как и какими-то информационными событиями. И поэтому стабилизировать жизнь нашу в некотором смысле, ну и успеть отдохнуть, приглашают нас транзиты этого времени. Давайте мы с вами зададим вопрос. Что происходит сейчас? Или что накипело, может быть, уже у вас? Может быть, вот эта пауза или такой застой, который может некоторыми из вас ощущаться. Может быть, нужно буквально подождать какого-то документа, какой-то бумаги, какой-то вопрос не решается. А вторая тема или второй вопрос, который мы зададим, чего вы не видите. Поэтому первые карты, они, с одной стороны, вам дадут понимание, нужно ли дальше вообще, в принципе, смотреть этот прогноз. Может быть, вам это не подходит, мы все разные, будем реалистами. Ну и вторая тема, чего вы не видите. То есть, что происходит сейчас. Ну вот все то, что я сказала. Ну, вот эти планетарные транзиты, когда у нас ничего не меняется, и уже и хочется вот быстрее какую-то тему завершить. Хотя это карта отдыха, но, может быть, у кого-то это вовсе не отдых, а рутинная работа. Карта нам говорит, что да, что-то есть, как сожаление, все же по четверке мечей. Но в целом мы смотрим энергии. Пусть ничего не меняется, если мы говорим по четверке мечей, точно не меняется. Время привести мысли в порядок, время сложить словно оружие. Мы уже тут ни с кем не спорим. Во-первых, не хочется. Хотелось бы сказать. Видимо, может быть, у кого-то и опыт Его Величества, когда мы понимаем, что не всегда энергии настойчивости, какой-то суперактивности нам приходит на помощь. Иногда действительно помогает. Иногда, наоборот, мы словно, ну, как натыкаемся на какую-то преграду, и тут вот не можем мы ее преодолеть. Вот что-то подобное карта и говорит. Ты сейчас займись сам собой. Или сама собой. Что же еще? А, карта император. Ну, это вы можете быть в таких энергиях. Вот хочу вот так, а по-другому я не хочу. Кто-то из вас может столкнуться, может быть, как с проявлениями, допустим, близкого человека. Или конкретно вы идете к чиновнику, а там такой чиновник, который быстро вопрос не решает. Или банально, чиновник ушел в отпуск, а у вас именно было задействовано на какое-то дело, важная тема, на ключевую персону. Персоны нет, все встало на паузу. У кого-то и так проигрывается. Но я бы сказала, вам вот этот период, правда, как перезагрузки, это вы все-таки, мы на вас смотрим. Что происходит сейчас? У вас, тем не менее, сейчас очень ресурсный период. Но, видимо, перед тем, как действовать, тут нужно очень хорошо что-то подумать. И иногда не бежать впереди паровоза. Правда? А вот эту силу нужно подумать, куда приложить, как применить, что согласовать. И вот смотрите, в центре император, а по бокам не пойми что. Так и хочется сказать. И если это пауза, четверка мечей, мы говорим, да? А вот пятерка жезлов – это когда планов громадье. Хочу и это, хочу и то. Информация самая разная. Что тут думать, как поступать, ничего не понятно. Это и вы можете столкнуться с людьми, которые быстро меняют мнение свое. И не потому, что хитрый план, а человек такой не очень надежный. Вы можете столкнуться с не очень надежными людьми. Или приходит сбивчивая информация. Тут тоже не разбери, пойми что. Ну вот есть какая-то вот неопределенность, путаница, мои дорогие близнецы. По аркану император вот нам даже дают совет: будь мудрым императором.
Тут есть две ипостаси, на которые мы не можем влиять. И мудрый император это понимает. Я поставил цель, а вот мелкие планы я готов корректировать, потому что я не могу повлиять на людское мнение, раз, и я не могу поменять мнение, исходя из обстоятельств. Вот это где-то люди, информация, а это еще и обстоятельства. Ну вот некая пауза, мои дорогие. Чего вы не видите? Давайте узнаем. С одной стороны, спокойный период жизни. Ну, может быть, это ваша задумка. Насколько тут спокойно? Вот какие вы перед собой поставили планы, вот тем вы сейчас и занимаетесь. По сути дела так. Радует это кого-то или нет, но я вижу, что уже, скорее всего, не радует, что-то надоело. Четверка мечей, правда. Хочется бросить что-то и сказать, да пошло, ну все. А может быть, и некоторых персонажей тоже хочется то же самое приблизительно сказать. Так вот, если откровенно, потому что, ну, не самые такие карты оптимистичные, а тем не менее, ведь все-таки император, вам выпадает карта. Поэтому тут какая-то и мера ответственности на вас, она тоже лежит. Может, и хочется освободиться от какого-то груза ответственности. Ладно, давайте узнаем, так чего же вы не видите? Вот так, объективно. Влюбленные, и в этой колоде карт это про любовь, взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Но, безусловно, в любой, наверное, колоде карт это еще и выбор, который мы должны сделать. Может быть, это и по части любви, вопросы вашего близкого человека или того, с кем хочется быть. Может быть, не все так определено, а у кого-то этот выбор может касаться все же два старших аркана, впереди император. Продолжение какой-то трудовой деятельности. И тоже есть пока какие-то вопросы нерешенные, но тут не говорят нам о какой-то конфронтации. Наоборот, тут что-то нужно объединять. Сепарация только иллюзия. Старший аркан. Вам как по судьбе, какой-то опыт пройти. И еще один старший аркан. Умеренность говорит о том, что тут все произойдет с одной стороны, в свое время. Но если даже у вас есть, к примеру, по аркану император, желание что-то ускорить или воинственное настроение, это не помогает. Мы пока не видим, что мы что-то действительно не можем ускорить, а упорядочить свою жизнь, ну, в каком-то более, может быть, бытовом формате. Может быть, это у кого-то вопросы семьи, быта, такое тоже могу предположить. Ну, значит, тут более понятной свою жизнь нужно сделать. Вот мы не видим. Может быть, вы знаете, как душа просит драйва, а нам говорят, нет, вот ты сейчас что-то стабилизируй, то, что ты можешь стабилизировать, а потом ты себе скажешь спасибо, для чего-то тебе это нужно. Вот эта неторопливость нужна. Или такая, вы знаете, обстоятельность какая-то. Ну, правда, потому что тут как будто мы можем хотеть многого. Или нас интересует сразу много разных направлений. А карты две предыдущие говорят, ведь по сути дела семерка чаш– это карта иллюзорного успеха. Вот, видимо, зерна от плевел вам нужно отделить. Есть что-то одно очень важное. А мы тут можем себе построить какую-то многозадачность. И я, в общем-то, об этом говорила. Тут нужно именно что-то определить. Определить, что наиболее жизнеспособно. Может быть, нам и хочется тут настолько много всего. Но в реальной жизни есть то, что словно само идет в руки. Или, может быть, то, в чем мы сейчас наиболее ресурсны, с учетом аркана император. Где-то карты могут говорить, подожди ты тут с выбором. Может быть, вы уже, ну, где-то так внутренне готовы к определенному какому-то направлению, а от другого вы готовы отказаться. Или, когда вы перед собой многозадачность какую-то поставили, тогда карты будут говорить, если ты много чего-то, каких-то пунктов, так ты туда можешь не успеть. Тебе нужно все равно определиться, куда ты будешь прикладывать ресурсы. Иначе ты себя как в тираж пустишь. И что-то так и останется иллюзией. А что-то очень важное ты можешь упустить. Будьте реалистами, мои дорогие близнецы. Ладно, давайте мы узнаем. А что на сердце? Точнее, нет. Второй вопрос. Давайте, что в доме? Вот что в вашем доме? А потом спросим, что на сердце. И это вопросы вашего жилья, может быть, отношений семейных, тупо жезлов. Это мы что-то можем переделывать.
Все-таки это карта активности, но в целом карта говорит, твоя жизнь выходит на новый виток. Может быть, и правда есть необходимость уделить внимание самому себе, отдохнуть, привести как минимум мысли в порядок, потому что жезл сделал уже один оборот, и нам карта говорит, уже что-то из прошлого нужно оставить позади. И с оптимизмом смотреть в будущее. По пажу жезлов это какая-то информация. Информация, которая к вам входит в дом. Ну и мы можем чему-то обучаться, кстати. Вот может быть как какое-то сообщение. И четверка жезлов, ведь это праздник после победы. А вверху у нас император, поэтому император, видимо, отделит зерна от плевел и то, что наиболее важно, что действительно ресурсно, правильно, упорядочено должно быть, да, чтобы был вот этот и праздник, ну и, понятно, победа, чтобы была. Иногда эту победу мы с друзьями разделяем, да, может быть, какую-то важную новость, документ кто-то получает или какое-то согласование, тут у каждого по-своему будет, когда вы переходите на новый жизненный этап. И это для вас как возможности какие-то. Я должна сказать, четверка жезлов – это сам по себе дом. Ну, не случайно тут какая-то юрта нам показана, но все-таки это просто карты такие. И поэтому кто-то может решать вопросы жилья, благоустройства жилья, делать ремонт. Кто-то искать вот именно среду обитания или место проживания, или что-то планировать на будущее. По пажу жезлов это все равно как жизнь в новом этапе. А четверка жезлов, у вас что-то получается сделать очень хорошо. Поэтому, как и важны, может быть, документы, согласования с учетом императора, так и буквально на бытовом уровне, когда мы делаем наше жилье более комфортным. Это место нашей безопасности, это место нашего отдыха. Наш дом нас принимают любыми, да, и уставшими, и, может быть, злыми, или наоборот, в каком-то воодушевлении. Вот вопросы дома, я бы сказала, это первоочередное такое или направление, или тема, которым нужно этим вопросам уделить внимание, по крайней мере, вторая половина июля и, может быть, с заходом на август. Что же еще, что в доме? У кого-то это и вопросы личной жизни, но оно и понятно. Тут не только стены, да, но по аркану и дьявол. Тут очень сильное желание, желание быть с кем-то. У кого-то страстная любовь. Знаете, как в отношениях может быть новая фаза отношений. Почему нет? Здесь, конечно, с учетом императора 15-го аркана, есть желание, мои дорогие, проманипулировать. Вот это точно. Но тут, конечно, могут и вами пытаться манипулировать, почему нет? Но все же я вижу, что по дьяволу это вы пытаетесь вот сделать что-то по-своему. Но будьте мудры, потому что, к примеру, не все мы можем осуществить. Или мы правильно должны распределить, кстати, силы. Не работать буквально до седьмого пота или до упаду. Все же дает, с одной стороны, дьявол, ведь это карта материализма. Так вот, тут могут быть решены так благополучно вопросы по части денег, может быть, у кого-то покупки жилья, но тут нужно быть внимательному, безусловно, потому что не делай ничего чересчур, эта карта говорит. Но сил у тебя, близнецы, у вас сил хватит, потому что физическая активность по 15-му аркану, она как раз со знаком плюс проходит. Или, знаете, когда больше бодрости. Если мы чувствовали усталость, вот то, что бывает по четверке мечей, но тогда есть возможность быстро восстановить силы. Видимо, восстановление сил для вас все-таки задача принципиально важная. Вы должны быть ресурсны. И не только в плане материальном, но и в плане вашей активности, вашего здоровья. Может быть, у кого-то и привычки, мои дорогие, тут тоже нужно пересмотреть. Привычки бывают разные, бывают вредные, ну, самые разные тоже, да, но трудоголиком, например, быть, это тоже своего рода привычка. Как я уже сказала, работаешь, работаешь, а потом буквально свалился, и уже не видишь, зачем ты это делал, или ты не можешь, вроде работу закончил, а насладиться результатами труда уже и сил не осталось. Поэтому уставшие люди делают ошибки. Вот у вас каких-то ошибок быть не должно. Может быть, все-таки радостная какая-то новость вас окрыляет, и пусть вот этот 15-й старший аркан просто проиграется для большинства из вас как отношения, новые грани чувственности. Любовь, мои дорогие. И планетарно любовь, да. Такое тоже может быть.
Может быть, вот тот любимый человек, который рядом с вами сейчас находится, тут даже в несколько подувядшие отношения, как свежее дыхание может войти. Или для тех, кто один или одна, ну тогда это как привычка, надо тоже задуматься. Задуматься о празднике в своей жизни в первую очередь, а не на том, что мы вот как этот несговорчивый император настаиваем на чем-то своем. Так вот, давайте узнаем, что ж на сердце. Это где-то и ваши мысли, это и ваши ощущения. Что на вашем сердце? А вот по тузу мечей какой-то выход из лабиринта, из какой-то путаницы. Она уже завершается. И все идет в сторону, посмотрите, десятка чаш. Тут не просто праздник после победы, а тут стабилизация взаимоотношений или решение вопросов по части дома, жилья. Ведь тут тоже идет среда обитания. Здесь и проходят и материальные вопросы. В целом ведь это карта радости, когда что-то получается. Мы с чем-то даже не то что довольны, а мы восторжены. Вот этот выход из лабиринта может сопровождаться такими эмоциями. Какой-то запутанный вопрос вы можете решить. Причем можете решить король мечей. Где-то ваша карта. И, мои дорогие девочки, даже если вы смотрите, да, король вроде бы, но это карта согласований. С одной стороны, высоких инстанций, чиновников. Может быть, и вы сами будете более в таких мужских энергиях находиться, когда вам нужно решить какие-то вопросы рационально. Иными словами, какая-то путаница должна быть закончена. И вам придется вот такие хладнокровно принимать важные решения именно в сторону вашего благополучия. Как-то стабилизировать ту или иную ситуацию. Все-таки аркан умеренности о балансе нам говорит. И значит, какой-то баланс, он должен быть достигнут. Может быть, по королю мечей, а здесь у нас проходит 15-й аркан, это как упорядочить ваши отношения, может быть, так задуматься, да, перевести их на какой-то де юре уровень. Может быть, это и по части здоровья, когда мы идем к докторам и проходим обследование. Могут быть и люди, которые, знаете, как наделены властью. Может быть, те, которые стоят на другой ступени иерархии. Это статусные люди, это эксперты. У кого-то юристы, адвокаты. Такое тоже я могу предположить. Но тут ведь, опять же, больше порядка. Вот хладнокровие, рационализм и ваш интеллект, мои дорогие, каким-то образом для вашего сердца, ну, может быть, либо отделяют зерна от плевел, либо помогают завершить вот этот лабиринт или путаницу. Что в дороге? Перемещения, поездки, может быть, у кого-то путешествия. Почему нет? Волшебный период. Лето все-таки, сезон отпусков. Пусть далеко не поедем, но, может быть, короткие путешествия. А у кого-то перемещения связаны с работой. Итак, что же там в дороге? Ну, не бояться, наверное, чего-то, это точно. Карта внутренних страхов и искаженного восприятия. И есть по факту одно, а видится совершенно другое. Не устраивайте себе сами, именно сами по этой карте. Это мы в зеркале не весь что видим, совсем не то, что в реальной жизни. Сами начинаем философствовать, там что-то вот как легли вот в это гнездышко, начали думать. И уж надумать мы можем, ой, очень многое. Ну вот, наверное, поэтому король мечей – это ваша сильная сторона, интеллект, мои дорогие. Разобраться, все расставить по местам. И тут не время, нам карта говорит однозначно, вот какой-то путаницы. Нужно ехать, не нужно ехать. Нужно вам, вы хотите что-то осуществить, это точно, потому что, опять же, император. Но тогда не нужно ориентироваться на прошлый опыт, ведь всегда восьмерка мечей – это какой-то прежний опыт, который оставил, ну, какой-то осадок в душе. И мы начинаем сомневаться, мы начинаем что-то анализировать, а ситуации-то нет и не будет. Поэтому не ориентируйтесь в день настоящий, в завтрашний, исходя из каких-то прошлых минусов. Вот так и хочется сказать. Иначе не запутывайте себя, мои дорогие близнецы, сами. Каким-то образом это может касаться дорог. Что еще в дороге? Карта силы. И, безусловно, энергия как у мага. Все в ваших руках. Это карта практики и дипломатии. Поэтому
Тут есть, как и может быть, страстное желание куда-то отправиться, потому что интересно, или встретиться с кем-то. Может быть, это вы будете планировать какую-то встречу, уже теперь старший аркан. Но он еще и также говорит о вашей силе. Но, может быть, ее вот эту силу куда употребить? Каким образом? Может быть, какие-то согласования, да, мы будем говорить, чего просит ваше сердце. Но, значит, вот распределить, что мне конкретно мешает и что я реально могу осуществить. И для вас нет ничего невозможного. Что же еще в дороге? Ну вот самое главное, смотрите, вы наполнены силой. Уже есть и праздник после победы, и есть уже какие-то четкие очертания, чего вы хотите. Но по бокам у нас две карты, которые, опять же, не пойми что, как и восьмерка мечей может говорить, что мы, ну, как начнем тут что рассуждать, так мы куда-то в дебри можем залезть, а четверка чаш где-то взаимосвязь присутствует, потому что судьба дает возможность. А мы не смотрим в этом направлении, мы куда-то смотрим в сторону. И очень интересно, потому что две четверки. Тут можно подзастрять, я бы сказала так, и никуда не поехать, и какие-то желания оставить, просто в виде желаний. Но мы ведь сказали, карта силы– это карта практики. Поэтому с учетом императора, понимаете, тут не все так однозначно. Понимаете, видеть, как у медали две стороны. Вот вам нужно видеть и одну, и вторую, оборотную. Допускать, что если настаивать вот чересчур только на своем, вряд ли мы тут достигнем какого-то баланса, и вряд ли мы сможем осуществить свое желание, намерение. Вот по этому старшему аркану. У нас половина лица девушки, словно львиная грива. А лев– это прообраз нашего эго. Дели пополам. Есть реальность, а есть эго. И от того, как ты причешешь вот этого, может быть, императора внутри, или вот этого льва в самом себе, от этого твое качество жизни напрямую зависит. Вот так вот, мои дорогие. И это на перемещение, на поездки, на путешествия. Тут есть возможность. Для вас нет ничего невозможного, хочется сказать. Но вот внутреннее, какое-то внутреннее состояние, оно оставляет желать лучшего. Ведь ваш знак зодиака– это как раз ваша сильная сторона в том, что вы цепки на информацию, вы быстро умеете сориентироваться в чем-то. Но иногда ненужная философия охватывает каждого из нас, и мы можем подзастрять. Вот только об этом говорит карты. Говорят, точнее карты. Поэтому не застревайте, мои дорогие, рассматривайте все варианты. И если что-то вам поначалу не нравится, это не значит, что этого не может быть, например, да? Или наоборот, вам не нравится, и вы однозначно от чего-то отказываетесь. Нет, тут все равно какая-то дипломатия вам точно помогает. Ну и когда выпала карта император, я об этом тоже говорила. А что же на пороге? Ближайшие события, с чем вы можете столкнуться, что на пороге вашей жизни? А тут, правда, новые события. Тройка пентаклей, вообще все тройки– это карты будущего. Но нам и самим нужно либо чему-то учиться. Может быть, это у кого-то пентакли, да, если мы говорим, откуда приходят деньги, вопросы работы, что на пороге вам придется решать. Может быть, некоторые темы по финансам закрывать. Я такое тоже предполагаю. Для кого-то новый вид творчества, новый вид занятости. Но, может быть, у кого-то и выбор, да, по работе. Хотя, кто знает, может быть, и по отношениям, которые вы готовы продолжать, если уж мы говорим о тройке и о будущем. Трое как будто плетут светофор. Все, уже последние штрихи, и уже будет зеленый свет. Поэтому тут на будущее нужно быть прозорливым и внимательным. Не все мы видим сейчас. Вот несколько карт вам говорят. Может быть, это ваше настроение. Или у кого-то просто усталость, мои дорогие. Вот правда, дайте отдых сами себе. Может быть, много работы вам пришлось совершить в предыдущий период, большая какая-то занятость была, может быть, физическая активность, но она не помогает рационально оценить сегодняшнюю ситуацию и что-то себе выстроить уже на будущее. Поэтому, может быть, нам карты и говорят, что ты сначала восстанови собственные силы. Ладно, что же еще на пороге? Посмотрите, какие-то итоги, мир, это куда-то отправиться, совершить поездку. Ну, это то, что нас радует. Вы можете что-то изучать. Может быть, и работа, как в интернет. Может быть, за интернет какие-то знакомства. Тут у каждого по-своему.
вообще в целом, дай бог, чтобы вообще в нашем мире воцарился мир. Это так для всех, правда? И я очень надеюсь, что эти добрые энергии каким-то, ну, таким волшебным образом уже в августе месяце для нас принесут, для всех. Неважно, из какой точки мира вы смотрите. Но в целом сейчас вот нестабильно, а мир-то это как раз про стабильность. Может быть, и ваша сила, ваша роль, мои дорогие. Вот так и хочется вспомнить Дональда Трампа, потому что он тоже, как и вы, близнецы. Вот мир вот этот, он должен воцариться. И пусть он такой неоднозначный, пусть он зыбкий, пусть он такой, знаете, разноплановый, или когда у каждого свои интересы, но все равно в конечном итоге сложить в какой-то красивый узор, чтобы мы в конечном итоге, опять же, были счастливы, чтобы мы, ну, может быть, почувствовали себя более уверенно, для того, чтобы мы могли начать думать о чем-то таком более даже прозаическом, упорядочивать свою жизнь, понимать, что завтра, ну, буквально на голову ничего не прилетит. Может быть и так, мои дорогие. Поэтому ждем этот волшебный период. Может быть, вполне вероятно, как ближайшие события. Пусть даже не август, а может быть, с заходом на сентябрь. Все же ближайшие события тут по-разному может быть. Но кто знает, я так вот очень надеюсь, что вот эта прекрасная карта, когда нет ничего невозможного. Это может быть, конечно, для вас, мы все-таки на вас смотрим, и рост популярности вашей. Это какие-то успехи, это какие-то ваши победы. Но аркан мир, хочется сказать, это очень добрый аркан. Это именно миролюбие. Это опять же баланс и дипломатия. И вот посмотрите, интересно, император, сила, аркан влюбленный, мы говорим, что сепарация это только иллюзия, все равно договариваться придется в конечном итоге мир. И вверху очень посмотрите, ведь вообще это по аркану умеренности это стабильные отношения, у кого-то так, стабильная работа. И именно потому, что вы не устроили какую-то конфронтацию, сепарацию. Когда вы остаетесь более чем довольны, и причем на каком-то еще и более глобальном уровне, ну вот нечего добавить, очень благополучные карты. Ладно, что же там еще на пороге, ближайшие события. И вот смотрите, две тройки. И будущее на пороге, в середине карта мир. Это как новый жизненный этап. Вот мне очень интересно, давайте мы спросим, чем же дело кончится? Итак, вот на август месяц просто достанем с вами 3 карты. Какие события будущего? Или что на август? Чуть-чуть заглянем вперед, нам же любопытно, правда? Ну вот то, что должно быть завершено, оно и завершится. По 8 чаш мы ищем выход, и мы его находим. Поэтому какой-то выход вы найдете. С чем-то вы точно разберетесь. Посмотрите, фортуна вам помогает. Буквально, когда эта карта выпадает, а ведь это карта цикличности, все-таки колесо. И мы знаем, колесо идет наверх, а потом оно идет вниз. И вот когда карта выпадает, колесо идет наверх, достигая пика. Но она нам говорит, ты помни, что потом будет спад. Не потеряйте время, не упустите какого-то момента, мои дорогие. Но если мы на август, у вас какие-то волшебные энергии могут быть, которые вам помогают и выйти или из путаницы, или завершить какое-то бесполезное ожидание, или увидеть вот эту наполненную чашу и не отказаться от нее. Но это то, вот мы всегда по 8 чаш, вот обратите внимание, вот она чаша, да, вроде бы очаг нам тут показан, огонь, но это искусственный огонь, который девушка какое-то время поддерживала, а теперь она идет к светилу, она идет к солнцу. Вот так. И фортуна на вашей стороне. Ладно, чем дело кончится? Ну и есть что сохранять, безусловно. По 4 пентаклей стабилизировать какую-то ситуацию вам все же тоже придется. Может быть, и держать какой-то баланс по финансам, кстати, в августе я такое предполагаю. А может быть, и сохранять все то, что у вас получится уже осуществить. Или, может быть, и как и по отношениям, или по работе. Но всегда по 4 пентаклей все же это сам по себе баланс. Если мы говорим, 2 пентакля мы можем положить на одну чашу весов и ровно столько же на другую. Поэтому сама по себе карта говорит о стабилизации. Стабилизации обстановки, стабилизации отношений или каких-то новых возможностях. Но это всегда тот фундамент, на который мы можем опереться. Давайте карту совет для вас. Ну, видимо, нужно, как по аркану Луна,
Пусть вот в этой колоде нам просто прорисовали как шакала и волка, да, но чаще-то ведь это даже две колонны. И нам вот нужно пройти между. Нам не нужно что-то выбирать. Опять же, где-то карта, как влюбленный, да, есть какое-то разделение. И это все на уровне эмоций. Если мы говорим про личную жизнь, эта карта очень добрая, потому что это правда. Взаимоотношения с близкими, это больше эмпатии. Это когда вы чувствуете, вы, партнер, как на одной волне. Но есть уже и тысячи неопределенностей, кто знает, может быть, и придется вам договариваться в таких ситуациях зыбко непонятных. Все-таки будьте готовы. Берегите себя, избегайте толпы, мои дорогие близнецы. И избегайте даже, знаете, каких-то сепараций, например. Вы работаете в коллективе, вы работаете по найму. И бывает в коллективе, когда есть конфронтации тоже. Одна конфронтация за, другая против. Может быть, это касается руководителя или каких-то там, ну, и других моментов. Вот вам нельзя примыкать ни туда, ни сюда, ни налево, ни направо. Вам немножко нужно быть самому по себе. Но это не значит, что вы обособляетесь и кому-то что-то доказываете. Нет, вам нужно быть этим мудрым императором, который умеет даже в сложной ситуации найти вот этот узкий фарватер, даже если с одной стороны волки, а с другой стороны шакалы. Вот как-то так, мои дорогие. Непростая карта, но это карта совет. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые близнецы. И спасибо, что вы смотрите мои видео. Я благодарю за ваши волшебные комментарии. Я всегда с удовольствием их читаю. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.